Вечер сделал свои шаги холодным, когда Дон Хулиан прокладывал свой путь по сугробам зимней пустыни. И, оставив позади день, который закончился, его сердце, казалось, безжалостно лопалось от холода и усталости. Машина с шипением работала на обогревателе, но мороз, словно живое существо, проявлял непокорность, становясь все сильнее и желая пролезть в салон, обнимать его своим ледяным дыханием, которое разливалось по всему телу. Хулиан, склонившись над рулем, не мог не заметить, как усталость медленно накрывает его, как снежный покров, расстилающийся вокруг и словно желающий его поглотить бесконечно. В такое время, когда ночь укрывает прозрачно-звездное небо, и все, что окружает его, становится единым целым, он задавался вопросом, сможет ли он добраться до тепла и безопасности, или холод откроет свои объятия и поглотит его целиком. Зимняя тишина царила повсюду, словно мир замер в ожидании чего-то великого. Снежинки, танцуя в воздухе, постепенно превращались в капли воды, а затем вновь замерзали под непрерывно дующими холодными ветрами, тщетно пытаясь сбежать от морозной судьбы. Он уже успел потерять счет времени, а в радио не звучало ни одной ноты, только шум двигателя и воевание ветра, оглашающее его колею. Сердце Хулиана било тревожно, как неумолимое напоминание о том, что он здесь, в этой зимней пустыне, и все его существо искало знак надежды. Он беспокоился о погоде, о скорости, несгибаемой, как хрустальный лед под его колесами. Каждое мгновение на дороге чувствовалось как шаги в неизвестность, и в такой тишине отголоски страха постепенно нарастали в его разуме, как громовое эхо. И вот, когда ветер усилился, раскачивая деревья, их силуэты нагоняли на него страх. Он заметил темную фигуру на краю дороги. Ее очертания были размыты снежинками, но инстинкты подсказывали, что что-то не так. Словно предостережение о том, что он не один. Он сбавил скорость, чтобы получше рассмотреть, что же это за призрак зимней ночи, и его мускулы напряглись от ожидания. Она была словно тень, витающая в воздухе, и он чувствовал, как пульс стремительно увеличивается. Подобные ситуации всегда таят в себе опасности, и сердце его напоминало барабан, стучащий в унисон с наступающим опасением. Проехав немного ближе, фары осветили собаку, привязанную к дереву, и внутри него вспыхнула тревога, как мгновение, врывающееся в его сознание. Вскоре он резко тормознул, выброшенный из теплоты салона, и охватившая паника мгновенно окунула в реальные ужасы. Он выбежал из автомобиля, направляясь к собаке, несмотря на леденящий холод, который пронизывал его до костей, стараясь подавить ощущение отчаяния. Каждый шаг давался с усилием, но он знал, что должен спешить, так как времена, когда нежить только наблюдает, были кануть в небытие. Его глаза стали острыми, как драгоценные камни, на виду чуда. Его судьба могла быть связана с судьбой этой бедной души. Когда он достиг животного и увидел его ближе, то с ужасом отчетливо заметил, что собака покрыта снегом и почти не шевелится. Ее глаза мутные и безжизненные, дыхание слабое и прерывистое, будто каждое движение давалось с трудом, и Хулиан почувствовал, как замирает сердце, словно умирающее от горя. Веревка, в которую она была впутана, прочно впилась в нежную кожу, и из-за этого стало ясно, что бедная собака провела здесь очень много времени, томясь в холоде и подавленности. Он понимал, что бездействие сейчас будет равносильно предательству. Внутреннее чутье подсказывало, что это не просто случайность, а настоящее испытание для его чуткой души. Попытка освободить собаку оказалась непростой, когда безумие зимней суровости подстерегало его с каждой минутой. Веревка, будто заявляя о своем железном праве, стала слишком жесткой от замерзания, и развязать ее не удавалось. Вскоре он побежал обратно к машине в надежде найти инструменты в багажнике, кашляя от волнения и холода. К счастью, среди прочих вещей
Его руки наткнулись на складной нож, и с ним он вернулся, омываемый решимостью чудом спасти жизнь. Он знал, что должен пытаться, даже если все против него. Эта собака была не просто безымянной фигурой. Она заслуживала шанса. В том, чтобы разорвать ее мучительную пленку, заключалась жизненная энергия и стремление сделать мир хоть немного лучше. Взглянув на собаку, просящую об помощи, он почувствовал, как его собственная человечность вспыхивает ярким светом. Он начал пилить замерзшую веревку, выделяя смертельную запутанную ленту, чувствуя, как время уходит. Каждое движение резало его душу, и в каждую секунду нарастало давление, создавая напряжение, похожее на доисторический трепет. Он не мог позволить себе сдаться. Этот момент был пределом его гуманности. Но веревка упорно не поддавалась, словно напоминание о том, как жизнь порой трудно обретать снова. Хулиан забрал монтировку и использовал ее, чтобы разбить лед, в который впилась веревка, находя в себе силы продолжать свое дело. Накатывающиеся эмоции подстегнули его, и судорожно чувствуя, как его дыхание смешивалось с холодным воздухом, он поразил лед несколько раз, решив, что за это время он выявит свое истинное предназначение. Вскоре он заметил, что веревка наконец-то начинает поддаваться, и, прилагая все усилия, в конечном итоге смог освободить собаку. Но состояние ее позволяло лишь надеяться. Она была слишком ослаблена, чтобы сама уверенно стоять на ногах, и это угрожало коснуться ее жизни самым суровым образом. Дон Хулиан поднял собаку на руки. Ее неподвижная форма, словно безжизненная кукла, тянула его к земле. Он укутал ее в плед и быстро вернулся к машине, ощущая каждую холодную точку своего тела. От этого мгновения, как будто запланировав в светлое будущее. Ноги не слушались. Он увеличил обогрев, стараясь согреть животное, и, глядя на нее, чувствовал, как собственная энергия покидает его в бесконечном обмене. Собака почти не двигалась, память о ее глазах была жестокой и непреклонной, но ее дыхание все еще продолжалось, и это было его маленькой надеждой. Однако связи не было, и, ощущая тревогу от безнадеги, он не мог позвонить в ветеринарную клинику. Машина мощно пронзила дорогу, и каждый миг казался решающим в этой битве с зимней реальностью. Как он мог потерять ее? Внутри пробивался гнев, требуя действовать, пока крики о помощи не превратились в мрак. Мощный двигатель рвался вперед по заснеженной дороге, и каждая минута казалась одновременно призывом и угрозой. Не время терять надежду, и он бросил все свое внимание на дорогу. Путь к городу становился все сложнее, и каждое движение руля требовало полной концентрации. Снежный покров скрывал лед. Хулиан чувствовал, как каждая капля пота скатывается по его лбу, время от времени увеличивая напряжение. Его машину время от времени заносило. Он знал, что каждое резкое движение могло привести к аварии, и его мускулы были напряжены до предела, как тонкие струны, готовые ко всему. Он достал карту и увидел, что ближайшая деревня была всего в 15 километрах, но это расстояние казалось ему бесконечностью, словно он перемещался по космосу, где не было ни времени, ни пространства, только пустота. Моменты ожесточенной борьбы с зимними стихиями начали превращаться в шизофренический ритм, и вот, на удивление, собака пошевелила лапой. Он обернулся и увидел, что ее мутные глаза чуть-чуть приоткрылись. И в этот момент нечто внутри него щелкнуло. Овчарка попыталась вдохнуть, но закашлялась, и, тем не менее, Хулиан ощутил слабое тепло под шерстью своего спасенного друга. Плед и перетянутое ветерком тепло начали действовать, жизнь возвращалась. Он глубоко вздохнул, поскольку некоторые мгновения, когда жизнь проникает в пространство, невозможно забыть. Затем вдруг видимость резко ухудшилась, и он осознал, что движется в условиях, способных его задержать.
Снежная вьюга заволокла собой мир, не оставляя ничего на заметку, и щетки стеклоочистителей не справлялись с негативными обстоятельствами. Хулиан с трудом удерживал автомобиль на дороге. Его мускулы напрягались до предела, жадно стремясь оторваться от сладкого тепла внутри. Состояние его разума на грани истощения. Давление потерь и необходимости пересиливать благоприятствуйте другому началу поднимали градус несчастья. Ему необходимо было выбраться из этого ледяного ада ни шагу назад. Вдруг дорога пропала, как мираж, и колеса машины начали уходить в рыхлый сугроб, глухо ударяясь. В этот момент она врезалась во что-то мягкое. На миг Хулиан остолбенел, перед ним нависла угроза. Ему казалось, что все окончилось, но он быстро осознал, что застрял, и не собирался созидать очередные нерешенные предположения. Он продолжал пытаться выбраться, пробивая пространство из сугроба в бесконечность своей веры, сквозь весь ужас этой ситуации. На горизонте его глаз заметил тусклый свет вдалеке, и в сердце его вспыхнула надежда. Это был единственный шанс, который он не мог упустить. Он собрался с силами и принял решение. Решил идти пешком, несмотря на все опасности, которые могли ждать его впереди. Когда он вышел из машины, его нервы бескомпромиссно тряслись, но он знал, что собака была слишком слабой, чтобы идти самостоятельно, и это подстегивало его волю. Она не имела права сдаваться, и он точно знал, что у него нет права сдаться. Снежный ветер резко бил в лицо, словно злая ведьма, желающая его остановить. Дон Хулиан шел сквозь метель, его тяжелые сугробы затрудняли движение, и он чувствовал, как его мускулы начинают уставать. Собака едва дышала, ее голова покоилась на плече Хулиана, выпуская последние силы на сохранение не только ее сущности, но и его собственной человечности. Впереди, как мираж, виднелся свет, обещавший тепло и спасение, но между ним и желаемым уже стояла черная тьма. Когда он, наконец, постучал в дверь, его встретил пожилой мужчина, который ничем не был похож на обманчивую тьму, покрывшую окружающий мир. Увидев замерзающих в его проеме, он, не раздумывая, пригласил их в дом, где было тепло, и, переполненный отчаянием, Дон Хулиан практически потерял сознание от усталости, ощутив, как силы оставляют его. С каждой минутой он как будто превращался в камень, оставляя лишь воспоминания о сражениях в сне. Он не мог поверить, что пробежал через все это, и его тело, наконец, решило отдохнуть. Очнувшись, он услышал потрескивание огня и увидел мягкий свет от керосинового фонаря, будто магические свечи, освещающие прозрачный мир. Комната была наполнена золотистым нежным светом, придающим ей атмосферу тепла и уюта, которое он так давно ждал, и все, что он чувствовал. Это невероятная усталость, растрогавшая его до слез, пробуждая воспоминания о том, как важно быть в безопасности и делиться добротой. Но когда он начал осмысливать это тепло, вспыхнула новая тревога. Старик, оказавшийся добрым хозяином, проникся состраданием и, увидев его состояние, начал рассказывать, что достоинство и сострадание — два неразрывно связанных понятия. Он объяснил, что нашел собаку в лесу и принес ее в дом, заботясь о ней. Она была очень слаба, но дышала, и в этот момент осознание его решения заполнило душу, становясь новым значением. Стараясь восстановить силы, Хулиан находил союзы в системе, в которой оказывался. Его сердце улыбалось, но в то же время его душа гневалась. Внутри него возникло противоречивое чувство. Теперь все зависело от собаки. И он чувствовал себя беспомощным, как лодка, застрявшая в бескрайнем море без надежды. Старик упрекнул Хулиана за риск, которому тот подверг себя, хотя сам Хулиан ответил, что не мог оставить собаку умирать. Каждый разговор словно лезвие углублялся в его сознание, и он понимал, что его решение действительно было смелым, но новая реальность настигала его. Внутри него была пустота.
когда связь между ними складывалась в более сложный узел. Старик посоветовал Хулиану отдохнуть и избегать стресса, но в его глазах горел вопрос, на который Хулиан хотел найти ответ. Хулиан устало закрыл глаза и провалился в беспокойный сон, где все его страхи и беспокойства обретали форму и преображались в черты. Он продолжал надеяться, что все будет хорошо, но когда проснулся, природа снова напомнила о своих требовательных чертах, и он увидел, что собака тяжело дышит. Это восприятие усиливало его как огонь, разжигающий его внутреннее желание, и старик подтвердил его мысли, сказав, что собака продолжает бороться, и он не мог упустить эту возможность, иначе его душа будет вечно жалеть. Старик, уставший от всех невзгод, рассказал, что в этих краях часто находят брошенных собак. Хулиан поинтересовался, кто это делает, и, понимая, что за этим стоит больше, чем просто злое намерение, он остолбенел. Это было не просто безразличие. Это было глобальное явление, о котором он не знал. Старик, понимая его растерянность, намекнул, что правда может не понравиться. И Хулиан ощутил, как непростое понимание разъедает его. Он знал, что ему, возможно, придется столкнуться с реальностью, в которой мир порой жесток, а жизнь — это не всегда легко. В конце концов, старик объяснил, что многие оставляют собак в лесу намеренно и просто потому, что некоторые люди считают животных всего лишь вещами, забывая о чувствах и жизнях, которые в них сокрыты. Хулиан пришел к выводу, что это дело рук человека, одиночного или группы, и его гнев вспыхнул, как огонь, зажженный среди ледяной поры. Его сердце, полное сострадания, заколебалось, желая справедливости. Хулиан осознал, что не уедет, не выяснив правду. Словно предостережение, старик предупредил, что придется копать глубоко, и о правде нужно было знать, даже если она окажется горькой. Он подошел к вопросу со всевозрастающей решимостью. Собака слабо пошевелилась, что дало ему надежду. Это означало, что он не имел права отступить, и он понял, что у него появился шанс на справедливость, возможность изменить не только судьбу одной собаки, но и жизни многих других, встретивших такую лютую силу в лице бездушных людей.